Полный разгром врага. Больше 1000 целей уничтожено всего за 2 атаки. Министр обороны раскрывает детали. Россия вынуждена начать отвод техники. Фронт встал на полгода. Зеленский всех шокировал на саммите НАТО. Он задал вопрос, на который в Альянсе не может ответить никто. Прекращение полномочий президента. Новая конституция в Казахстане. Решено начать все с чистого листа. Такаев идет по пути Путина. Людей на фронте больше не будет. Война окончательно и кардинально меняется. Новая тактика ведения боевых действий. Роботы выходят на первый план. Дроны из Казахстана ударили по РФ. Внезапные подробности атаки на Омский НПЗ. Это и многое другое к утру 8 июля. Среда, середина недели, а мы посреди всего в самой гуще событий. Разбираемся просто, четко и по делу. Это Нехта в студии Степан Путила. Начинаем. Зеленский вышел на форум оборонки НАТО и, по сути, ткнул Альянс носом в неудобный вопрос. Мол, вот вам страна, чья армия одна из сильнейших в Европе, испытанная в настоящей войне, и вы всерьез держите ее за дверью клуба? Вы правда верите, что было бы правильно оставить вне НАТО страну и народ с таким уровнем обороноспособности? А свои слова он подкрепил цифрами. Каждый месяц Украина выбивает около 30 тысяч российских солдат, почти все дронами, и на каждого есть видеоподтверждение. Сбивает больше 90% шахедов. А дальше то, чем крыть уже нечем. У России, сказал он, больше нет спокойного тыла. Дроны достают до любой точки. В России не осталось ни одного крупного НПЗ, по которому Украина не ударила. Заодно и вставил шпильку про антибаллистику. Это, мол, последнее реальное преимущество Москвы. Европе давно пора клепать свои перехватчики, а не ждать до 2030 года. И под конец снова крючок. В отличие от Путина, мы воюем не ради удовольствия и не ради геополитики. Мы защищаемся. Сам саммит НАТО в Анкаре начинался с нервотрепки. И все из-за одного человека. Трамп, по данным CNN, ехал туда мрачнее тучи и вообще не хотел ехать. Согласился только, когда турки намекнули, что отказ обидит лично Эрдогана. Европейцы задабривают капризного гостя, спешно набирают новые обязательства по обороне, лишь бы успокоить Трампа и обойтись без скандала. А на десерт старая песня про Гренландию, которую США не прочь прибрать к рукам, да ускоренный вывод американских войск из Европы, что может воодушевить Россию. Вот и выходит, судьба целого альянса подвисла в ожидании, с той ли ноги встал один президент. В бензиновой России тем временем цирк с конями. Народ стоит в очередях по несколько часов, а на главных госканалах в итоговых новостях недели про топливный коллапс ни слова, будто бы и не было ничего. Тем временем в самой Омской области после удара по НПЗ выстроились уже километровые очереди. От отчаяния россияне массово полезли в интернет искать, как сделать бензин самостоятельно. Сверхдержава, что называется, догналась. Двигатель скажет спасибо. Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек. Один депутат на голубом глазу предложил решение в духе средневековья. Перекупщиков топлива клеймить каленым железом. Дожили. Но в Забайкалье мужик, чтобы влезть на заправку без очереди, вырядился полицейским. Прям родственник того иркутского патриота, что буянил и извинялся потом в одних трусах. На заправках, похоже, уже кто во что горазд. Вот еще один госслужащий. Личные машины заправляют. Короче говоря, Россия наконец перестала быть бензоколонкой, как и завещал Путин. Как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка. Правда, есть нюанс, конечно же. Теперь история, в которую сначала не поверишь. В украинский плен попал потомок самого генсека СССР Леонида Брежнева, приемный правнук Антон Милаев. И как угодил в окопы. Прожил 19 лет в Нью-Йорке разнорабочим. Вернулся в Россию, влез в долги на 1 миллион, а тут подъемные за контракт. Почти 1,5 миллиона. Вот и вся идейность. Пошел не за скрепы, а закрыть долги. Мечтал о тихой должности водителя, а его швырнули на штурм форсировать Днепр. Из 8 в группе выжили 4. Сам добрался до реки и сдался украинскому дрону. Теперь домой не хочет. Ну, надеюсь, что здесь досидеть, пока война не закончится. Даже правнук Брежнева смекнул. Дома его ждет не родина-мать, а мясорубка. Срочников России решили бросить в самое пекло. Куда именно, сейчас поймете, но звучит крайне тревожно и напряженно. Правительство одобрило закон. Солдат-срочников будут отправлять
тушить пожары. МЧС признала нехватку кадров аж в 35%. За копеечные зарплаты в спасатели никто не идет, вот и затыкают в дыру мальчишками в погонах. Но самое любопытное в деталях. Раньше эти подразделения работали только на закрытых объектах, а теперь им расширяют полномочия аж до зон вооруженных конфликтов. Улавливаете? Сегодня тушить пожары в тылу, а завтра, глядишь, этих же срочников под шумок отправят спасать куда-нибудь поближе к фронту. Начинают, как водится, с малого, а там посмотрим, куда кривая вывезет. К чему все идет, как думаете? А вот это по-настоящему мощно. Представьте, одна единственная операция, и вражеское наступление захлебнулось на целых полгода. Фронт стал. Министр обороны Украины Федоров рассекретил кадры того, как это провернули. Операцию назвали с издевкой «Ашан», будто бы в том супермаркете технику оптом и распродали. Теперь вдумайтесь, масштаб. За один заход дроны выбили под 1000 единиц вражеской техники. Это не пяток танков, а целая армада артиллерии, броневиков, тягачей, спаленная в глубоком тылу, куда, казалось, не дотянуться. Всего за 2 такие операции 1180 целей. Техніка, ресурси, логістика. 949 уражених і знищених цілей на відстані 50 плюс кілометрів від лінії бойового зіткнення. Но суть даже не в цифрах. Смысл в том, что после этого удара оккупанты в панике оттащили технику подальше от фронта, а латать дыры им пришлось месяцами. Бьют не лоб в лоб, теряя их своих, а хитро выбивают у врага саму возможность идти вперед. Один точный удар, и вся махина наступления встала. Но вот так сегодня и воюют. Не мясом, а умом и технологиями. Людей на фронте больше не будет, это уже не фантастика, это готовят всерьез. Франция собирает первое в мире боевое подразделение, где вместо солдат машины. К лету 2027-го 1,5 десятка наземных роботов и под 6 десятков дронов, что действует вообще полностью без человека. Назвали проект «Пендрагон» в честь легендарного короля дракона из сказания о рыцарях Артура. Но самое интересное не железо, а мозги. Настоящий перелом – это коллективный интеллект. Один солдат сможет командовать сразу несколькими дронами или роботами. То есть один боец и целый рой машин, что сами находят цель. А откуда французы все подсматривают, генерал признал без обиняков. С украинской войны. Мы следим за тем, что происходит в Украине. Это лаборатория испытания в натуральную величину, сказала. Но офицер проекта выразился совсем уж торжественно. Мы стоим на заре рождения нового оружия. Оружия роботов. Вот так на наших глазах война людей превращается в войну машин, а Украина стала полигоном, за которым учится весь мир. Помните, как один президент клялся, что уж он-то никогда не станет цепляться за власть? Так вот, не сдержался. В Казахстане Токаев тихо провернул то самое обнуление. Еще в 2022-м он твердо заявлял, президенту хватит одного срока, 7 лет без всякого переизбрания, и эта норма больше никогда не изменится. Предлагаю внедрить норму однократного президентства. Красиво звучало, но нашлась лазейка. В стране приняли не поправки, а целую новую конституцию. А раз основной закон новый, то и все прежние сроки, решил Конституционный суд, будто бы не считаются. Все с чистого листа. Формально Токаев слова сдержал, норму про один срок не трогал, а по факту получил право править дальше. Нынешний мандат до 2029-го, а там хоть по новой опять 7 лет. Знакомый трюк, не находите? Ровно так когда-то делал и его предшественник Назарбаев. Обнулялся, а потом каждый раз клялся, что баллотируется в последний раз. Если ты поставил казан на огонь, поджег внизу огонь и пытаешься накрыть его крышкой, и думаешь, что он никогда так и будет продолжать кипеть, так не будет. Я в целом, по своим ощущениям, даю этому режиму не больше 5 лет. А вот и свежая деза от россиян. Разгромленный украинскими дронами омский НПЗ, тот, что за 2500 километров, в Москве якобы не могут объяснить, как же так? Не могли украинские дроны долететь в такую даль? И родили версию, мол, атаковали не из Украины, а с территории Казахстана. Заодно ту же пластинку крутят и про Азербайджан. Будто дроны шли через Каспий с азербайджанской стороны. Не исключено, что дроны в этот раз летели через Каспий со стороны братского Азербайджана. Вполне вероятно, что азера обиженно мстят за уничтоженный Кременчугский НПЗ, полностью принадлежавший государственной нефтегазовой компании «Сокар», а также системный вынос их АЗС. Расчет нехитрый. Рассорить Москву с соседями да свалить с больной головы. Раз свое небо не уберечь, остается выдумывать, откуда же прилетело.
Но в России, похоже, так изголодались по солдатам, что начали ловить их прямо на границе. МИД Молдовы бьет тревогу. Молдаван, въезжающих в РФ, стали задерживать, часами допрашивать и принуждать подписать контракт с армией. Под прицелом мужчин от 18 до 60, особенно те, кто бывал в Украине или ездит в одиночку. Допрос до 12 часов, полиграф, изъятие документов, доступ к телефону. А откажешься, грозят арестом или полным запретом на въезд. Кишинев уже советует своим лишний раз в Россию не соваться. А чтобы непокорных было проще выставлять, в Москве заодно готовят закон. Выдворять иностранцев заодно только неповиновение пограничнику. Вот до чего дошло. Кремль гребет на войну уже иностранцев прямо на пограничном пункте. Смак дня. Российский Z-блогер Егор 13 годами орал: «Мало спецопераций, давайте всеобщую мобилизацию, ядерку, войну до конца». А как сам угодил на фронт, подписал контракт, чтобы выйти из СИЗО, тут же драпанул. Теперь его объявили в розыск за побег. Выходит, умирать на войне должны какие-то другие русские дураки, а не он. В его же канале скромно написали, что Егор будет недоступен пару недель. Украина ехидно предложила ему коридор, и если захочет, послужить уже в ВСУ. А вот, кстати, депутата Журавлева спросили, почему он сам не на фронте. И вот что из этого получилось. Вам карточка, нужна или вам нужно участие? Поедете в пятнашку и спросите, что я там делаю. Послушайте, каждый... Не, погоди. Каждый, у меня воюет, нет ни одной награды государственной. Нет награды. Нет ни одной. Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вы... У нас человек, который на передовой понимаете, неделю, а вам корочка нужна. Корочка в себе засуньте эту корочку, понятно? Поэтому мне, блядь, не надо предъявлять таких, что вы там, блядь, призываете, а сами нет. Я сам там первый был, с 14, когда у вас никого там не было. И мне, блядь, вообще вы не на того напали. Смотрите. Рассказывать мне, блядь, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидите. Вот. Да нахер нужны, блядь. Здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел ты нахер, блядь. Иди сам туда. А на закуску российское ноу-хау, от которого хочется чесать затылок. В России впервые официально испытали дрон с человеком на борту. Да-да, беспилотник, но с пилотом. То есть, получается, уже никакой не беспилотник, а просто пилотник. Чудо техники ползет со скоростью аж 50 км в час и держится в воздухе целых 20 минут. Губернатор Сахалина уже мечтает, что это прототип будущего аэротакси. Здесь вы действительно сможете летать везде, законно. Ну а мы, зная, куда обычно в России идут все летающие штуковины, лишь понадеемся, что этот дрон с человеком окажется все-таки аэротакси, а не чем-нибудь по-камикадистее. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь и ничего не пропустите. Уже вечером свежий выпуск новостей от Нехта.